Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про слесарное дело. Сегодняшняя тема пайка металла. Прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать пару слов от себя. То, что раздел пайка металла — это очень интересный раздел, имеет ряд своих особенностей и тонкостей. По большому счету пайку применяют, скажем так, в электротехнике при паянии радиодеталек в подложку или подложку микросхем, своего рода карту, куда располагаются все электронные детали, о чем я, собственно, делал ранее свои выпуски. Соответственно, ссылки будут в описании под видео и в описании к видео. Но перейдем к основной части данного видео. Пайка металла — это процесс неразъемного соединения с двумя или более металлическими деталями с помощью расплавленного металла. Припой имеет более низкую температуру плавления, чем металлическое соединение части заготовки. По температуре плавления припоя разделяют на мягкие с температурой 180-300 градусов и твердые с температурой 700-1000 градусов. Мягкий припой представляет собой сплав легкоплавких металлов на основе олова и свинца. Их обозначают буквами ПОС, то есть припой оловянно-свинцовый, и цифрами, показывающие содержание олова в припое в процентах. Олов пишут в процентах. Например, пост 40, где 40 показывает процентное содержание олова. При пайке, кроме припоев, используют флюсы, которые обеспечивают способность очищать место спая от окислов, предотвратив образование окислов в процессе пайки, и снижают поверхностное натяжение припоя, обеспечивает ее лучшую текучесть и более качественное запаивание зазор между зазорами частями заготовки. В качестве флюсов при пайке используют легкие припоями, например, хлористый цинк, нашатырный спирт, канифоль, паяльная паста, раствор соляной кислоты. Выбор флюсов зависит от материала, который будут спаивать. То есть, проще говоря, с простыми словами, паяльник, вообще пайка предназначена для соединения двух различных деталей, двух различных материалов. Чуть позже я буду рассказывать о тонкостях, а в этом видео я хочу рассказать в целом, что такое пайка. Но такую интересную тему невозможно уместить рассказать о ней за 15 минут. На это как минимум нужно 2 видео, если не более. Вот, но я постараюсь сказать кратко и очень содержательно в этом видео. Так вот, простыми словами, пайка — это такой раздел, который спаивает два материала в один общий с помощью паяльника и припоя. Припой — это такой материал, который, собственно, соединяет эти два материала. А флюсы нужны для того, чтобы зачистить рабочую поверхность, чтобы было чистенько, чтобы контакт был стопроцентный. Проще говоря, флюс — это такой объект, который можно сравнить с очистителем или ацетоном. Что еще? Вот в машиностроении есть такой термин обезжирить. То есть есть такая жидкость, как обезжириватель. Зачем он нужен? Чтобы зачистить максимально рабочую поверхность. Так вот, флюс в пайке выполняет ту же функцию.
То есть он зачищает рабочую поверхность, чтобы помимо обычной пыли и грязи, это было абсолютно чисто, чтобы контакт был стопроцентный. То есть соединение было стопроцентное. Едем дальше. И вот, собственно, как они выглядят. На правом изображении вы можете увидеть флюс для пайки. И есть свои особенности. Можно увидеть для алюминия 25 мл и так далее. Есть паяльная кислота. Есть флюс паяльный. То есть, помимо того, что они зачищают, они также могут быть специально для какого-то материала. Например, как для алюминия, может быть для меди, для стали и так далее. То есть, в зависимости от того материала, с кем вы будете работать. Вот. А слева вы можете видеть так называемый припой, оловянно-свинцовый. Когда вы брали или будете брать в руки, вы почувствуете то, что это проволока, она мягкая. Ее не составит труда оторвать, сломать, как, например, медь или алюминий. Она мягкая за счет содержания в нем олова. А олов, в свою очередь, он такой мягкий материал. Его можно встретить везде. В качестве примера могу привести свечки. Обычные свечи. Вот в церквях или еще где-нибудь. Вот. Ну, едем дальше. Это инструменты. Основным инструментом является паяльник. В зависимости от способа нагрева рабочей части, паяльники делятся на периодического нагрева, постоянного нагрева с использованием газа, бензина или электричества. Вот как выглядит схематично самый простейший паяльник. Также тут приведено справа название деталей. То есть каждая деталь из чего-то состоит. Паяльник не является одной монодеталью. Первый это гайка, второй корпус жало, третье жало, четвертое штуцер, пятое заземляющая пружина, шестой нагревательный элемент, седьмое клемма плата, восьмое рукоятка, девятое корпус рукоятки, десятое изолятор шнура, одиннадцатое соединительные провода, 12 ручка паяльника, 13 держатель паяльника. Вот из чего, собственно, состоит самый простейший паяльник. В будущем я буду рассказывать и какие бывают разновидности. То есть, как, например, с постоянным нагревом и с переменным. Также множество других характеристик, о чем я буду рассказывать в будущем. Ну, подведем краткий итог о сегодняшней теме. Повторюсь, данный раздел относится к слесарному делу, но очень часто встречается и в основах электротехники, вот это в пайке, в выпаивании радиодеталей, в схемы, микросхемы и так далее. Вот, паяльник, пайка может везде встречаться. Даже вот сварка, которая всем известна, это тоже своего рода пайка. Только большое и самое очевидное различие заключается в том, что в масштабе. То есть пайка это занимается маленькими деталями, которые можно в руках свободно держать, а сварка занимается большими деталями, например, как балками, арматурами, железами, там, я не знаю, там какой-нибудь деревянный железный забор, или там сварка кузовов и тому подобное. То есть самое первое и очевидное отличие — это масштаб. Вот, ну, подведем краткие итоги данного видео. Пайка — это раздел, который связан с тем, чтобы соединять детали различных материалов. Если в предыдущей теме я рассказывал о том, как можно из заготовки
как-то отделить деталь, то есть лишнее, или соскоблить, там, опиливание, там, сверление, да, это все признано к тому, чтобы уменьшить деталь. А пайка призвана к тому, чтобы наоборот нарастить поверх основного металла другой дополнительный металл. Вот, и сварка то же самое, только масштаб. Вот, также при пайке используются припои, флюзы, которые в свою очередь тоже классифицируются по различным особенностям. И инструмент, как паяльник, тоже классифицируется. Помимо основного паяльника есть паяльные лампы и тому подобное. Ну, из основного то, что я хотел сказать в данном видео, все. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на мой канал, писать комментарии, если есть у кого-то какие-то вопросы. Также поставьте лайк этому видео. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Также добавляйте ко мне в различные соцсети, буду этому очень рад. Ну, а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч!